Карл. Я опять здесь заснул. Который час? Уже утро, Карл. И у нас в доме гость. Ну его к черту. Никого не хочу видеть, кроме тебя. Кроме меня? Подожди, ты знаешь, кто тебя ждет? Вейтлинг. Вот видишь, как легко ты можешь мне изменить. Мне, право, неловко, фрау Маркс. В такую рань гостей надо гнать в шею. К чему эти церемонии, господин Вейтлинг? Наш дом всегда открыт для друзей, я давно уже на ногах. Но доктор Маркс, кажется, ночная птица. Ну и что же? А мы с вами пока что можем позавтракать. Идемте. Если вы мне еще поможете. С удовольствием. Как вы относитесь к яичнице с беконом? Спасибо, вы очень любезны. Садитесь, пожалуйста. Чувствуйте себя как дома. Спасибо. Спасибо. Знаете, я не избалован вниманием. Так сложилось, что у меня нет семьи и никогда не было. Даже в детстве. Мы с матерью расстались, когда мне было 12 лет. Один с 12 лет? Да. Отец погиб на войне. Он был наполеоновским офицером. Француз. Вейтлинг – это фамилия моего крестного. Говорят, вы исколесили всю Европу? Да. Я спешил познать мир и его беды. У меня не было ни обуви, ни носков, но уже была надежда, что я чем-то смогу помочь людям. Здравствуйте, Вейтлинг. Здравствуйте, Маркс. Вот видите, вас уже эксплуатируют. Пойдемте отсюда поскорей. Извините. Женя, ты нас позовешь. Давнишняя моя мечта – собирать книги. Мечта всех бездомных людей. Скажите, Маркс, считаете ли вы себя моим учеником? Или такие люди, как вы, считают зазорным у кого-то учиться? Нет, почему же? Я всегда старался и стараюсь учиться. И как раз вы и ваши книги очень много значили для меня в моей жизни. Я даже скажу вам, что не было человека, которым бы я так восхищался, как вами. Вы говорите обо мне в прошедшем времени. Да. Я думаю, что утопии, даже самые прекрасные, не могут долго владеть умами. Утопии? Так точно. Утопии. Рано или поздно они теряют свое обаяние. Наступает момент, когда люди, которых вы взбудоражили своей проповедью, спросят вас: проповедник, а что же дальше? А, собственно говоря, куда? И зачем вы нас ведете? Есть ли у вас для этого основания? Можете ли вы нам что-нибудь всерьез предложить? Завтрак готов. А что бы вы сказали, если бы я пришел к вам с конкретным предложением?
предложением, которое поддерживают сотни людей. Нам нужны вы и ваши люди, Маркс. Речь идет о революции, о вооруженном выступлении. И вы убеждены, что ситуация сложится в вашу пользу? В нашу пользу. Да, господин Энгельс, я знаю положение в Германии, и я в этом убежден. Убеждены, что за вами последует большинство. Большинство, господин Анненков, всегда приводится в движение меньшинством. Вы, очевидно, имеете в виду какую-нибудь определенную тактику. Да, несомненно. Тактику внезапного удара. Как же вы себе представляете эту революционную армию? Ну, я не только представляю ее себе, но и могу назвать ее численность от 30 до 40 тысяч бойцов. С оружием? Да, конечно. Вы уверены в том, что за вами пойдет такая масса рабочих? Почему же только рабочих? Есть и другие слои общества, которые, быть может, еще в большей степени обездолены капитализмом. Я соберу всех бродяг на дорогах Германии. Всех, кого лишили крова и хлеба. Обрекли на скитание. Есть ли еще люди, которым так ненавистна собственность, источник их горя и унижения? Они разнесут ее в щепы, можете мне поверить. Ваш соотечественник Бакунин написал об этом лучше, чем кто бы то ни было. Мы вам верим, Вейтлинг. Но простите меня, кто же тогда отличит истинного пролетария от вора или бандита с большой дороги? Узнаю старую буржуазную песенку. Всякий, кто бросил вызов несправедливости, преступник-бандит. Только революция создаст новую справедливую мораль и новое справедливое право. Хорошо, Вейтлинг. Хорошо. И все-таки, какими же основаниями вы оправдываете свою деятельность и свои призывы? У вас есть что-то твердое и определенное, что вы можете предложить в качестве программы? Я имею в виду не тактику, а программу. Вы собираетесь поднять людей с оружием. Я понял ваш вопрос, доктор Маркс. Скажу вам прямо, я не собираюсь открывать никаких Америк. Я не думаю, что нам нужны сейчас новые экономические теории. Тех, что есть, я полагаю, вполне достаточно, чтобы открыть рабочим глаза на ужас их положения. Научить их не верить никаким обещаниям и надеяться только на себя. Вам нужны еще какие-то доктрины? Да, Вейтлинг. Представьте себе, нужны. Поднимать людей, не давая им никакой серьезной программы. И никаких гарантий. Это значит, простите меня, обманывать их. Возбуждать в них фантастические надежды. Вы думали об этом? Фантастические надежды. Это значит вести их к гибели. К гибели, а не к спасению. И вы это собираетесь сделать не где-нибудь, а в Германии. В Германии обращаться к рабочему без строгой научной идеи, без положительного учения, это, простите меня, несерьезно. Или преступно. Одно из двух. Это игра в проповедника, где с одной стороны полагается вдохновенный пророк, а с другой допускаются лишь ослы, которые слушают его, разинув рты. Ведь это нечестно, Вейтлинг. Поймите же, наконец, люди без положительной доктрины ничего не сделали до сих пор. И ничего не могут сделать, кроме шума, вредных вспышек и гибели того дела, за которое они принимались. Остановитесь и подумайте, кому вы это говорите. Вы говорите это человеку, который отдал жизнь делу пролетариев, который собрал под одно знамя сотни людей во имя справедливости и солидарности. Вы хотите выхватить у меня это знамя? Пожалуйста, берите. За него заплачено дорогой ценой, ну и что же, берите.
Но только прежде объясните этим людям, которых вы только что назвали ослами, что можете предложить им вы и ваши друзья. Цитаты из ваших книг? Кабинетные анализы и доктрины? Сочиненные вами вдали от страдающего мира и от бедствий живых людей? Никогда. Еще невежество никому не помогло. Не кичитесь своим ученым скепсисом, доктор Маркс. И, Боже, вас сохрани заразить им пролетарские массы. Если вы отнимете у людей веру в их близкую победу, вы потеряете все. И всех.